Господа, здравствуйте! И вы посмотрите, что у нас на заднем плане. И как вы понимаете, если она стоит вот так, значит, как минимум сюда она доехала сама. И более того, я могу сказать, что практически все в порядке, потому что она как сюда доехала, так и поедет дальше. Сегодня у нас первый тестовый выезд Нивы. Вообще, это должна была быть техническая серия, в конце которой мы поехали. Но я посмотрел статистику Ютуба, что когда есть техническая серия и в конце поехали, все мотают. Мы убираем все технические подробности и сразу едем. Тестовый выезд Нивы 300 сил. Погнали! Так, короче, нам только осталось заправиться, на самом деле, потому что мы, как всегда, это забыли сделать, и надо поехать. Кстати, я слышал, что многие люди там на заправках заправляются не тем бензином, гробят и двигатель, соответственно, им. Я, правда, вот с таким, честно говоря, ни разу не сталкивался, но, тем не менее, есть люди, которые серьезно этого боятся. Более того, они даже всю жизнь ездят на одни и те же свои любимые заправки, чтобы не напороться на левый бенз. Но, на самом деле, у нас в Питере весь бенз, он с одного завода практически на всех заправках. То есть, главное, просто на самый контрафакт не нарваться. Но, тем не менее, у меня есть решение даже для людей, которые очень боятся именно такого варианта. Это приложение Яндекс.Заправки. Потому что Яндекс.Заправки недавно ввел страхование самих заправок. То есть, если вы заправились бензином и он оказался некачественный, то стоимость ремонта вам возместят страховые. Теперь, когда вы приезжаете на Яндекс.Заправки и сразу видите плашку «Застраховано Ренессанс страхованием», то вы сразу можете понимать, что все риски уже учтены. Просто выбираете нужную вам колонку, как всегда. Она у нас в данном случае номер 5. Выбираете количество. Ну, мы вообще заправимся здесь на вот 500 рублей. Выбираем, оплачиваем, ждем. И прямо сейчас должны что-то сказать нам туда, по-моему, даже. Ну-ка. Да, прям так говорят, и все, не нужно выходить. Таким образом, если вы видите, что заправка застрахована, тогда в случае, если что-то пойдет не так, то вам компенсируют до 100 тысяч рублей ремонта. Этого вполне хватит на ремонт форсунок, на замену фильтров, на ремонт даже ТНВД, если оно у вас есть. Это очень удобно, можно даже, как вы видите, не выходить из машины, защититься от всех возможных коронавирусов, вообще больше ни о чем не переживать, потому что даже топливная система будет застрахована. Скачивайте приложение Яндекс.Заправки и заправляйтесь безопасно. О-о-о-о-о-о! Вот это мощь! У Форда Т поинтереснее было. В 27-м году. Стоим мы с вами почти вертикально. Машина заводится с одного ключа. Никаких кнопок, ничего. Спасибо Димону. Димон красавчик. Димон прям электрик, что надо. Так, заводимся. V8. Выхлопа у нас пока нет. Это просто к выпускным коллекторам приваренные две трубы какие-то. Естественно, едет она здесь без проблем. По свесам и нигде никаких проблем у нас возникать не может. Погоди, она будет тупо пахать? Тупо пахать, да? Вот это я и называю эмоциональная составляющая. Оффроуд не начался, а по-моему всем уже нравится, да? Просто можно на ней пахать. Ну а теперь, если у вас какие-то были там проблемы, претензии, конечно, давайте включим. Просто можно полный привод даже без понижайки. Теперь все. И можно без газа, просто спокойненько. Вот так вот. Ничего, блокировки никакие не включены. Она просто едет. Во-во-во-во. У меня телефоны падают в салоне, просто я за них боюсь. Да короче. Все-таки блокировочка бы пригодилась, да? Хотя нет, колеса-то, по-моему, не буксовали. Знаешь что, это масло в коробке. Его мало. И когда я стою наверх, оно отливает, и она перестает ехать. И так у меня уже было на BMW X5 багги. Да, все решается легче, просто вот и все. Вот, на то и есть тестовый выезд. Зачем нужны тестовые выезды типа того? Чтобы что-то сломать. Потому что если на тестовом выезде вы ничего не сломали,
значит, вы плохо ездите, вы не умеете. Мы сломаем Никиту сейчас, как минимум, да? И давай затестим еще раз. Просто вертикальный подъем на понижаечке, без блокировок. Мы пытаемся ехать прямо в стену. Да, все верно. Надо просто надо в коробку маслицы подлить, и все. И все заехало. Поэтому сейчас она отливает. Для этого есть тесты, на самом деле. Ну, а если хочется просто поречь, то без проблем заезжаете просто вот так, и все. И кайф. Ну и дальше, когда ваш оффроуд окончен, естественно, дальше начинается снова сельский дрифт. Ну, как настроение, сын? Ты же видишь, что руль вправо вывернут. А что ты встал? Вот это офигеть! Село Дрифт Series. Давай, давай посмотрим пар. Так, все ок. Сено. Никитос! Григорий, сними Никитоса. Никита доволен съемками. Никитос, сними Григория. А нас вообще все устраивает. У нас дрифт. Дрифт-фигифт. Да, это родной ресивер вакуума, как я и сказал правильно. Эта трубка оказался не тосол, это у нас вентиляция картерных газов. И впервые в моей жизни, опять же, я вижу, что не как обычно идет вот такой силиконовый Г-образный патрубок. И дальше пайпы уже DMRV, MAF, как хотите называйте его, фильтр. В нашем случае все прямо вот до этого момента завод. Вообще завода под этим капотом невероятно много для любого проекта. Вообще это впервые в моем случае, когда вот у Ивана, наверное, тоже, да? Чтобы столько всего заводского оставалось, потому что все, этот УЗ, по идее, здесь явно проектировался еще изначально создателем Нивы, просто он об этом не знал, но тем не менее. Фильтр даже родной, нивовский, обратите внимание, в нем, конечно же, стоит нулевик, потому что родной фильтр бумажный нивовский бы не справился с такой производительностью V8, и родной нивовский шноркель, которого, я знаю, вы сейчас скажете, многие скажут, что его нам не хватает, потому что здесь у нас 50 или 60? 60-ка? Ну, типа 75-ка было бы очень здорово, если бы здесь 3 дюйма труба была, а она все-таки у нас 60-я. Но пока вроде хватает, вот здесь вот особенно еще прожито чувствуется. Вроде все это ничего не сжимает, но посмотрите, как все это нарядно. Аккумулятор на родном месте, родная нивовская печка, нивовский омыватель, собственно, для лобового стекла стоит. Тормоза тоже скажем, что нивовские, хотя, конечно, никто не знает. Радиаторов у нас здесь никаких нет. И вот писали, знаешь, что, не поедет, запаски нет. Нету запаски под капотом, к сожалению. Но в остальном ничего не порезано. Вот это вот. Погоди, это порезано. Пришлось нещадно распилить кузов. То есть вот эти вот 2 миллиметра здесь были выбраны. В остальном все здорово. Естественно, радики не влезли, потому что, как мы обещали, они сзади. Пойдем, покажу. В багажнике, собственно, у нас есть даже не кассета, а всего лишь один радиатор тосольный. На нем же, соответственно, вентиляторы. Кустом, как мы видим по шильде. Сам радиатор у нас все-таки BMW-шный или чей, не помнишь? AJS-ный. Ну, как бы... Марк 2. Но все Toyota везде, ну правда не оригинал, конечно, AJS, но в общем, да, тойотовский от Марчка, собственно, от турбовика, я надеюсь? Ну да, 60 миллиметров, там радик огромный, алюминиевый, полностью. Охлаждение хватит запасом. Под все это сделан кожух, чтобы шибко не закидывало, и кожух, как вы видите, перфорированный, то есть даже при таком раскладе зеркалом заднего вида можно пользоваться. Здесь же стоит, естественно, расширительный бачок, потому что он должен быть в верхней точке всей системы охлаждения, он поэтому тут и стоит, его видно. В крайнем случае это можно все открыть, обслужить, что-то там залить, не долить. Сюда же приютился компрессор с ресивером. Аллигатор называется, на продажу. Машинка идет на продажу. Потом новый покупатель, когда положит этот компрессор, а это произойдет, если он будет кататься в конце этого сезона, я уже по себе пробовал, поменяет это все на что-нибудь, все, что хочет. АРБ, Беркут, там, пожалуйста. Пока так работает, это нужно для того, чтобы работали блокировки, потому что они пневматические. Здесь же у нас приютился топливный фильтр, сзади он там внизу, и топливная вспомогательная помпа от BMW.
твоего мотора Никитос N55. И у тебя 54-й. Значит 54. Хотя на самом деле, по-моему, 52-го. Но это не важно. Короче, от E60 реально тосольная помпа, которая электрическая, она у нас здесь как вспомогательная. Производит она, капец, кстати, какое количество литров в секунду. Все это здесь живет, не тужит. И еще осталось сколько кузовов, в которые можно поместить скарб, тела погибших товарищей. Лося это запрещено законом. Вот товарищи разрешены, лося мочить нельзя. Поэтому скарб и товарищи. Так, ну что, масло в коробку мы долили, датчик скорости поменяли, машина поехала, передачи переключаются. Вопрос сейчас, сохранится ли эффект пробуксовки на подъеме. Понижайка. И едем супер медленно. Теперь, по идее, все должно срабатывать и держать. Нет, все равно, видишь, значит коробка контрактная. Ну вот газ я нажимаю, держу, стали вертикально, все, видишь? Газ нажат с одним положением, я не меняю положение газа. То есть он просто нажат и нажат. Видишь? Да, Карабас. Короче, след за датчиком. Надо вызывать таксиста с коробочкой. Типа, Ром, датчик помог, присылай остальное. Спасибо. Да, такое бывает, когда покупаете контрактные детали. Как хорошо, когда ты все время покупаешь один и тот же УЗ. Просто ты, так, это с УАЗа туда, это на УАЗ, это здесь, датчики, там, Рома, привези, все, пацаны, туда-сюда. А вы говорите, ставь ЛС, ставь ЛС. Что мы сейчас с ЛСом делали? Ничего бы, мы бы ставили УЗ вместо него обратно, турбовый. Короче, у меня две идеи. Первое, ехать проверять геометрию. Второе, сваливать отсюда, пока местные не вызвали копов, потому что этот просто такое дубасило. Она пашет по ощущениям безостановочно, до третьей передачи. Просто. Она пашет всегда. И как сейчас передачи переключаться стали, прям одна, вторая, третья, четвертая. Но при этом буксует на вертикалке. Видишь, что-то значит с ней не то. Короче, надо в любом случае коробку снять и отвезти к коробочникам, с этим мы встряли. Но до этого надо проверить геометрию и ходы мостов, как их ломает. Погнали. Диагоналочки. Диагоналочки проверяются, естественно, уже на понижаечке. Работают ли мосты? Надо попробовать перевернуться, если вкратце. Совсем прям поехать по самой чиполинской траектории. Блокировки не включены. Все, значит, диагоналку мы поймали. Видите, без блокировок она не едет. Откатываемся чуть-чуть назад. Подключаем, давай одну заднюю. Подключаем одну заднюю. Причем у задней блокировки есть индикация включения. У нас должна загореться лампочка, когда блокировка закусится. Пожалуйста, закусись. Закусилась. Вот, даже слышно. И теперь на одной задней блокировочке. Мы подзарылись. Нужна еще и передняя блокировочка, видимо. А коробка поймала нейтраль и буксует. О! Ну вот сейчас очень неблагоприятно прямо. То есть, этот, смотри, как мост туда уехал. Вообще красота. И передок почти висит, считай. Вообще. Оу! Не, рампу ловим, даже нам тут не под силу. Здесь проваливаешь. Да, так он все, просто висит. Да, начался оффроуд, походу.
Но это фонарь-то, ладно уж, Нива фонарь-то. Все равно же хотели тюнинг ставить. Да. А все. Да не, готово, однозначно. Не, она полностью висит, все. Я красавчик прямо, я смог. 37-е не едут. Да, я же сказал. Не, ну все, тут уже просто полная фиаско. Но здесь очень жестко. О, мне даже здесь не выйти. Оу! Да, диагоналочка есть здесь все-таки, да? Мы ее нашли. Слушай, красота, прям мне нравится. Ну, тут, во-первых, одна вот такая стенка высотой по грудь. И там такая стенка. Но почти смог. И на самом деле я был не травленный. Мне кажется, если бы я был травленный, она бы чуть-чуть больше зацепилась и все. Но мы на обычном давлении, как с дороги, съехали так. На 0,2 она бы вот так. Ну, мы же себя прекрасно знаем. Когда в горку рубишься, потом спустился и просто... Вид имеет, короче. Как я вообще мог полезть в эту жесть? Я сейчас слезаю. Ты посмотри, просто травы не стало. Ты посмотри, мы едем в стену высотой ровно с меня. То есть вот такую, еще и по диагонали, только под одно колесо. В рот, прям полон рот, как говорится. Причем здесь еще под колесом ничего нет. То есть целиком машина лезет в стену, вот реально по плечи мне, только на двух колесах. Да, это, ну, по-моему, это была максимально возможная диагональ из того, что можно было найти. Если бы не было рампы в конце, она все равно залезла. Мне нравится. Это прям скорость небольшая, а вот это всего... И как выламывает мосты, конечно, по-дикому просто. Как вы поняли, хода есть. Есть большой вопрос по жесткости подвески, потому что когда катишься, она вот все делает так ду-ду-ду-ду. То есть, ну, просто по грунтовкам и прочим. Хотя сейчас в колесах-то всего по килограмму на самом деле накачано. Здесь даже не 1,8, не любимые там 2 с копейками, как сейчас модно делать на нормальных человеческих машинах гражданских. Здесь всего единичка. То есть, возможно, что хода нужно сохранить, а аморты нужно ставить или мягкие, или с регулируемой жесткостью. Есть такой краник, там отбой регулируется и так далее. В общем, это еще все... На самом деле подумаем. И пока самое главное, у нас нет здесь лебедки. Во-первых, я подумал, у нас есть 37-е, зачем нам лебедка? Во-вторых, если ставить лебедку, то в базу, но это опять же по просьбе заказчика. Если заказчик захочет, может, мы и поставим лебедку. Пока, собственно, пока заказчик это я, поэтому я сказал, пока лебедку не ставим. Соответственно, она, если будет стоять, то в базе, где-то будет выход у нее здесь. Пока что это 2 серьги, наши вот все бампера, это вот они есть, они такие и будут. Они же выполняют защиту непосредственно еще рулевых тяг, минимальную, но тем не менее она есть. И то же самое сзади. Ну, естественно, морду, тоже фары, там все это Red BTR-овское уже заказано, едут пацаны, прям сказали, что скоро прибудет. А так, огонек. Еще литрушечка масла и точно поедем. Ну-ка. Все, слушай, едет. Это я отпустил газ. Прекрасно едет. Вот надо в ту еще раз горочку попробовать, а то очень невертикальная горка попалась. Рампы, говоришь, не хватает? Да там космос вообще просто. Покидос. Тут лучше я тормоз даже подотпущу, наверное. Вот рядом есть более вертикальная с этой стороны. Давай. Блоки зашли. И мы прям едем, ну, совсем в стеночку. Есть чуть-чуть. Срывается она.
Остановиться надо. Так, давление в задних колесах 0,1, передние 0,3. Все блокировки. Мы едем в натяг. В очень вертикальную горку. При этом не буксовало, да? Это коробка. И видишь, я, чтобы она ехала, нажимаю газ больше. Но тогда, получается, мне не поймать зацеп. Сейчас еще раз попробуем. Что это такое? Видишь? Видишь, как она себя ведет? Не, ну все, теперь мы точно знаем, что это коробка. 100% коробка. Ну ты видел, 3000 сейчас было, она не едет, не едет, не едет. Потом, ну типа ладно, драйв. Ага, поехали. Драйв. А, все, коробка кончилась, да. Она не едет даже вперед. Все, рывочек и до свидания. Вот. Вот низкие обороты, видишь, даешь. Все, все, забуксовало. Все, коробка кончилась. Поедем задним, короче. Я мастер коробок шестиступенчатых на УЗете. 2 видоса, 2 коробки. Протестирую ваш Land Cruiser. Вот вам и сказ о предыдущей серии. Урвал УЗ за 75. Красавчик, ребята. Лучшее сочетание денег, мощности. Плюс 150 на нас сверху. И сколько уже этот УЗ стоит? Да, шиша он стоит. Вторая серия, вторая положенная коробка. Нет, есть супер план, потому что сейчас есть готовая коробка, отремонтированная, которая завтра должна встать на антигелик. Можно коробку с антигелика поставить на Ниву, потому что в антигелике мотор с Бентли. А эту коробку починить и потом поставить ее сюда, а в Бентли вообще скоро купим другой автомобиль, и вы узнаете, что станет. Короче, ребята, сегодня прошла, я считаю, идеальная история. Мы установили, что все в порядке, хода у мостов бешеные, зацеп есть, 0,1 атмосферы в задних колесах, 0,2, 0,3 в передних. Все едет, все рулится, все офигенно. Пакеты первой передачи кончились. Это супер серия, в которой мы все построили, все поехало и в конце положили коробку. На этом я, собственно, канал сделал, если кто не понял. Так что, ребят, все идеально. Эта коробка отправляется уже завтра к тем же ребятам, которые только что отправили коробку на антигелик мне, чтобы ее поставить. Все будет починено. Как мне сказали, переборка коробки просто в сток занимает несколько дней. Собственно, так оно и было в этот раз. Все идеально, а Джаггер Гараж, естественно, делает вещи. Иван, я тебя от души поздравляю, на самом деле, потому что такое, так скомпоновать УЗ в этот... У нас, кстати, есть еще самый дешевый УЗ теперь лежит, но мы это в следующей серии покажем. Самый бюджетный УЗ. На продажу, кстати, сделаем. Да легко. Вообще. Мы открываем свое производство УЗ. Вам очень понравится. Он, на самом деле, супер легкий, супер помещается во все, но это уже в следующей серии. Также еще будут устранены некоторые недочеты, которые, собственно, ну, во-первых, это коробка передач, а во-вторых, мы что-то не доделали с тобой. Салона еще толком нет. Или, мы решили его и не делать, этот салон. Селектор КПП будет чуть понарядней, спидометр заработает. Ну, в общем, вся та мелочь, которая уже мы можем после чего сказать, что, ребята, это теперь автомобиль. Фары от антигеликов станут сюда. Да, Red BTR-овский. Вот, наконец-то, решетка. Задние стопаки красивые будут, как у Армани, Дольче Габбана и всего. Не могу сказать, как у армян.
них разные фонари. У нас будут фонари от Armani. И, собственно, еще парочка приятных мелочей. Но это уже в следующей серии. И в следующей серии нас, получается, ожидают прыжки. Это же русский Раптор. Мы же делали его, чтобы сравнить с Раптором. Значит, в следующей серии надо будет найти Раптор. И надо будет прыгать. Кто выше, тот и Раптор. Да? Отлично. Спасибо вам всем огромное. Даже уже не говорю, что эта машина продается, потому что уже 3 или 4 человека хочет ее купить. Удачи вам всем. И пока.